Верховный суд разъяснил, когда срок для принятия наследства не будет считаться пропущенным. Важное пояснение сделала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор наследницы с городскими чиновниками. Получить без завещания в наследство квартиру бывает совсем непросто, даже если она оставлена родителями. Дочка пошла в суд и просила признать ее наследницей квартиры умерших родителей. Решать проблему через суд ей пришлось потому, что гражданка пропустила положенный по закону 6-месячный срок для принятия наследства. Итог такого опоздания: нотариус отказался оформить ей квартиру отца и матери в порядке наследования. Этот спор начался с обращения гражданки в районный суд с иском к Департаменту городского имущества. В иске была просьба об установлении факта принятия наследства после смерти отца и точно такой же факт принятия наследства, но после смерти матери. В суде истица рассказала, что является наследницей по закону после своих родителей. Других претендентов на наследство нет. Истица в суде так объяснила ситуацию с пропуском: она инвалид и не могла своевременно прийти к нотариусу. Срок, по ее мнению, пропущен по уважительной причине, из-за тяжелой болезни. Кроме этого, гражданка заявила, что наследство она фактически приняла как после смерти отца, так и после смерти матери. Ведь она сама живет в этой квартире и оплачивает все коммунальные услуги. Районный суд гражданку выслушал и в иске ей отказал. Апелляция, городской суд, с таким решением согласилась. Пришлось несостоявшейся наследнице дойти до Верховного суда РФ. По мнению судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, нарушение норм материального и процессуального права допустили оба суда, как районный, так и городской. Вот что увидел в материалах дела высокий суд. Родители нашей истицы получили спорную квартиру в собственность в 1993 году. Точнее, они были сособственниками квартиры без определения доли. Оба были в этой квартире прописаны и прожили в ней до конца своих дней. Наследниками по закону после смерти отца стали его жена и дочь, а единственной наследницей после смерти матери дочь. Она и пришла к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но только в январе 2016 года. Постановлением нотариуса ей в выдаче свидетельства о праве на наследство было отказано в связи с пропуском 6-месячного срока после смерти отца. Отказ был мотивирован еще и тем, что гражданка не предоставила документы, подтверждающие фактическое принятие наследства после смерти матери. Точно установлено, что после смерти матери дочь к нотариусу не обращалась. В деле есть документ, что оплата коммунальных услуг за спорную квартиру всегда производилась аккуратно и долгов по ЖКХ нет. Пока была жива мать, платила она. После ее смерти, платила дочь. Если наследник вступил во владение доставшимся ему имуществом, то считается, что он принял наследство. Районный суд решил дело так: родители были собственниками квартиры и при жизни их доли не были определены. Истица по этому поводу ничего не заявляла. Факт принятия женой наследства после смерти мужа не установлен, право обладания дочери долей отца в 3/4 квартиры также не установлен. Из всего перечисленного райсуд делает витиеватый вывод: требования в заявленном объеме при отсутствии других требований в отношении спорного недвижимого имущества не подлежат удовлетворению. Апелляция с правовым обоснованием отказа согласилась, а Верховный суд – нет. Разъяснение Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В его статье 1151 сказано, что имущество умершего считается выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Или наследники есть, но они не имеют права наследовать, или отстранены от наследования, или никто из наследников наследство не принял. В следующей статье того же кодекса, 1152, говорится, что для приобретения наследства наследник должен его принять. А в статье 1153 записано следующее: пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Например, если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, если принял меры по его сохранению, защите имущества от посягательств или притязаний третьих лиц, если производил за свой счет расходы на содержание имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Наша истица попросила суд установить факт принятия ею наследства после смерти отца и такой же факт принятия после смерти матери. На это райсуд ответил: факт такой не установлен, так как доля в общем владении матери не выделена, поэтому в иске отказано. Но ведь доли в квартире и при жизни родителей не были выделены. Верховный суд подчеркнул, это неправильный вывод, ведь законом не предусмотрено признание права собственности на имущество за умершим гражданином.
Поэтому все решения по этому делу Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений.